Здорово, федерасты. Тут насобиралось немножко информации, надо обсудить. Я, знаете, что не могу понять? Чего вы такие упоротые в плане того, что вы не верите или думаете, что кто-то вам тут, на Западе или там в ЕС, или я не знаю, как или в целом мире, врет, как там где-то что-то. Вот из каких соображений? Вот я сижу и думаю, вы думаете, что, если там вам кто-то соврал, у него что-то, как, или вот, допустим, жизнь лучше станет, или что у него в лучшую сторону от этого изменится, от того, что он вам соврет? Вот из каких соображений он вам бы врал? Вот, мне вот это вот интересно. Я не могу понять, почему вы думаете, что когда-то кто-то что-то заявляет, а тем более показывает это, то ли фото, то ли видео, там документально как-то или аргументированно, почему этот человек должен врать, или смысл в чем его вранья? Вот когда вот он вам там это сказал, то что у него-то, ну вот не могу понять, почему, какая ему выгода во вранье. Вот хоть убей не могу. Примеров миллион. Некоторые сейчас разберем. Сейчас вот пешеходов пропустим. Вот. Пример. Ну, такие некоторые примеры я расскажу так вкратце, а некоторые потом разберем там побольше. Вот. По поводу зарплаты, да, вот я там публиковал свою зарплату, приводил ее документированно с бухгалтерской программой, ну, банковские платежи не показывал, потому что бухгалтерской программы было достаточно. Смысл моего вранья, вот если я вам соврал, в чем? Ну, вот я там, допустим, добавил себе чего-то, как-то что-то написал, приписал там лето. Вот в чем смысл, если я это сделал? Зачем? Чтобы показать что? А тем более, когда документы проходят через бухгалтерскую программу, они заэвидованы. То есть я куда-то кому-то там послал. Вот, у него это же платежный документ к нему приходит, и все, блин, вот она есть, она показана, она все зарегистрировано, значит, ты не сможешь обмануть, написать, там, что-то еще придумать. Все четко, ясно, красиво и понятно, там есть. Вот смысл, если это есть уже в бухгалтерской программе, она заэвидована, эта документация, так, ну вот как? Что, после того, туда написал, а потом поудалял эти платежки, а зачем? Но она уже там есть, потому что она, когда вы туда ее эвидуете, ну, понятно, можно послать, можно не послать. Но ее и удалить можно потом, только вам потом выскакивает число, как бы это больше, и это можно было бы как бы сделать. Но вы думаете, вот это вот тут кто-то сидит, или я тот же сижу, вот это там вот их рисую. А смысл? Я что-то вот это вас не понимаю. Вот, так же самое, вот бензин по левой стороне, вот 37,50, 37,80 солярка, да, бензин 95 и 37,50, газ 16,90. Но это такая заправочка, она у нас выбивается из фона всех остальных, потому что все остальные будут подороже. Они находятся на более таких фреквентованных, ну, там, где частота больше посещения, проезда, и они будут подороже. Вот сейчас будем проезжать, будет подороже, это я уже все объяснял. Но это такое то, что вскользь. А теперь я про продукты хотел рассказать. Потому что вот там вот диалог у меня вчера там возник такой под видео. Вот, и меня там спросили, что, насколько и как подорожало. Я факт не знаю. Вот, допустим, там вот какие-то вещи, которые у тебя в корзине, которые ты там привык к ним и покупаешь постоянно и ешь, можешь там заметить. А вот так вот, если оно стоило сегодня столько, а завтра столько, да хрен его знает. Тут же люди не покупают, я не хочу сказать за всех, это понятно. У каждого заработки свои, индивидуальные. Вот. По частному случаю мы не можем судить как бы о всех. Это все понятно, тут базара нет. Вот. Но у нас вот примерно как это происходит, и здесь это
общая практика. Вот он мне не поверил, что я в декабре месяце скупился на 12 тысяч нашими, да? А вот в феврале мы скупились, там, ну, там 2 кастрюли было, там, кастрюля и миксер были там 1500, ну, на 9 мы скупились. Вот, то есть, там, не помню я какого декабря, но я ему пообещал, говорю, куда тебе скинуть чек, если ты сомневаешься? Так как у нас же все работает через сканеры, ну, как, аппликацию себе этот, ну, аппликация это по-нашему, да, или по приложение, короче, это. Вот тут вот тоже бензин, вот 37, 30, вот. И 38, это солярка, 37, 37,90 и 38,90, вот. Ну, две разных солярки. Одна с этой, с рапса, биологическая, другая такая. Вот, я ему говорю, напиши, куда, я тебе скину с аппликации, блядь, с приложения, сори. С приложения, там же каждый твой накуп с любого магазина, какой хочешь год. Я говорю, и сам там будешь смотреть и цены, какие, я тебе как бы с интервалом в год скину, и посмотришь нынешние, и, ну, самое главное, я хотел сказать, что я это, как его, опубликую, куда тебе пошлю, чтобы ты посмотрел, что я не вру, что я скупился на такую сумму. Вот. Но он как-то не ответил уже потом все это. Он потом что-то засомневался, что я, неправда, что я на такую сумму скупился, или мы скупились. У меня возникла идея. Я достал этот чек. Вот, там дата, идентификационный код чека, ну, платежки этой и сумма общая. Здесь и целая распечатка, но я ее не сфотографирую целую, скриншот не сделаю. Вот. Я опубликую в сообществе их. Ну, там, где можно текст написать и и фотографии прикрепить. Вот я 2 фотографии прикреплю. И вот смотрите там, не смотрите, изучайте, копируйте, проверяйте, делайте, что хотите. Я потом, возможно, еще добавлю пару посмотрю этот чек, сколько, потому что там, по-моему, 5 фотографий можно публиковать. Так я бы тогда, может быть, еще 3, один бы скриншот выкинул, а 4 сделал, чтобы там был чек. Полностью с наименованием, с ценой, и вот изучайте, вот в декабре месяце, подождите, я сейчас посмотрю, когда я же скриншот сделал, там стоит дата. Сейчас мы быстренько посмотрим. Я сделал скриншот чека. Так, число. 19.12.2023. Вот, все. 11960.06. Вот, мы скупились на 12 тысяч. Все, блин. Ну, вашими деньгами, если на 4 умножить, 50 тысяч. У вас не у всех зарплаты такие. Вот, поэтому, еще раз, смысл врать, ну вот, естественно, это мы скупились, потому что там праздники же были, все, так, может, там чуть побольше купили чего-то, не знаю. Вот, и особо не смотришь на цены, ну, не можешь сказать, что не смотришь совсем, да, но если тебе надо, идешь покупаешь, я не буду бегать, если на 2 или на 10, там, или на 20, где-то дешевле, где-то это. Я приехал в этот магазин, что мне надо, я покупаю. Все. Какая там цена есть, такая есть. Тут уже ничего не сделаешь. Вот. И а потом в процессе месяца, ну, ты же не можешь там хлеба, например, купить на целый месяц. Докупаешь. Или сыр закончится, или какие-то сосиски. Или это, потому что основной продукт, я там в заморозку, все это туда в морозилку закинул и все. А там какая-то, может, колбаса закончилась. Я не знаю, может, что-то просто захотелось именно сейчас, именно вот в этот момент. Все, поэтому там докупил. Или вода, может, какая-то закончилась. Ну, я не знаю, или что-то неожиданно что-то забыл. Ну, мало ли что, блин, ну, бывает же, да. Ну, вернее, не то, что бывает, оно есть. Поэтому у нас вот так. Вот, это общеизвестная здесь практика такая, или общепринятая, да, как правильно сказать. Вот, делают затарку на месяц, ну, кто на неделю, кто как, да, кто, может, вообще не делает. Но в большинстве своем вот это происходит так. Вот еще одна заправка, да, тут 39,90, ну, это шелка, тут всегда дороже. Вот. То есть, вот 2 кроны, да, там, с половиной, грубо, ну, или 2,30, вот, на 60 умножьте, вот.
150 крон разница. Поэтому это у нас происходит так. Вот и опять же, может это может быть каждый месяц, а может быть вот нам схватило, да, так это еще и гости приходили, все, это вот 19-го, а потом мы были аж 3 февраля. То есть 1,5 месяца прошло. Но не факт, что в этом месяце так. Может, что-то купили больше. Еще может быть была скидка, мы чего-то купили больше, нам чуть-чуть хватило, дольше. Не знаю, тяжело сказать. Это не то, что я каждый месяц именно покупаю на определенную сумму. В следующем месяце, может быть, на 8 тысяч купим. Не знаю. Или вот будет, например, Пасха. Так там купим Пасху или еще что-то, как бы, в дополнение к основной. Или вот сейчас мы забыли, хотели купить, то есть мы покупаем там коробку каких-то печенье или вафель, или что-то, или шоколадок, не именно шоколадок, а шоколадных каких-то вафелек, таких вот там к чаю, к молоку. Забыли просто. Обычно покупаешь коробку, их там 30 штук, 50, в зависимости от ассортимента, какие вафельки или печеньки там, или 5 пачек их купишь. Я не знаю, как просто. Все. А я когда в этот раз делал съемку, я прощелкал, я пару раз там или 3 раза поправлялся. В общем, я прощелкал, и у меня камера все время задиралась вверх. Но вот в следующий раз поедем, я этот уже нюанс учту, и там будет больше цен видеть, и продуктов, и всего, и людей там, потому что, говорят, людей мало, так я же их не призову. Я приехал в субботу, у меня выходной, я поехал. А скидки в разных магазинах у нас начинаются там в одной сети начинается в среду, в другой начинается в четверг. И вот кто не работает, тот едет. Как бы там ни было, все равно скидки что-то будет, так купишь, почему нет. Вот, у каждого магазина свои карточки, там какие-то разные системы, там бонусы собираются по-разному. Вот у нас тут было сейчас, мы там, если на 100 баксов скупишь, так тебе дадут 3 бакса скидку, немного, 3%. Вот, плюс там, так как у нас карточка, так нам там по 50% там на кастрюлю какую-то выбрала эта принцесса. И миксер, это я уже заставил ее купить, не хотела. Вот. Так что это происходит примерно так. Если вот вернуться, другой пример, да, вот смотри. Я там где-то сделал этот шортик, что у нас есть газ. Мне там, вы покажите цену на этот газ. Или там, вот бензин, я вам показал солярку. Вот машины, которые ездят, да. Если он такая цена, так что, машины не ездят? Ездят. Или вы думаете, если газ там будет по каким-то ценам, его покупать не будут? Выйдет у меня на днях шортик, я не знаю, может завтра, послезавтра. Нет, завтра нет. Послезавтра может выйти, или послезавтра. Как котлы работают на газе, и как там и температура стоит, и все, 2 котла, они каскадом работают. Пожалуйста, значит, кто-то же его покупает, или что, никто не покупает и никто не ездит. Вот вам живой пример. В общем, как-то так, федерасты. Я не знаю, почему вы думаете, что вам врут. Смысл? Не знаю, не хочу никого там переубеждать, не это. А еще один момент, который вы то ли не понимаете, у меня такое ощущение, вы когда видео смотрите, вы где-то, оно фоном работает, вот там как-то проскочило мимо вас, а вы потом тупо написали комментарий. Мне ощущение, или вы не смотрите, или вы не понимаете то, что вы смотрите. Или вы не поняли то, что вы посмотрели. Как-то так. Потому что это вообще что-то страшное, Такие вопросы пишут, такие комменты. Сидишь и думаешь, в общем, не знаю, что сказать, что он там думает. Это просто что-то страшное, Чё, о чем, чё к чему. Я сразу как-то еще пытался писать, мол, давайте это... если ты там понимаешь, что посмотрел, или
посмотри еще раз это, а потом плюнул. Это ж просто поголовная болезнь целой нации, блин. Отсутствие присутствия в реальности, блин. Ладно, там 1, 2, 3, там 5, а это ж поголовно. Там, как посмотришь, под роликом 200 комментариев, и 190 из них, блин, в этом стиле. Думаешь, да, блин. Это уже не исключение, это уже правило. Вот сейчас в туннель заедем. В туннеле будет скорость... Ну, если будет 70, я удивлюсь. Но обычно бывает 50. Вот, сейчас посмотрим. А если будет 50, значит будут пробки. А если вот... То есть вот эти все автомобили, они на чем ездят? Вот объясните мне. Раз вы не верите, что там вот есть... Вот Тесла стоит, вот Тесла слева едет, он там, блин. Монитор как на всю эту... На весь дисплей. Монитор на весь дисплей. Вот это я ляпнул. Монитор на весь экран. Не, как правильно сказать? Дисплей на пол лобового стекла. Во, ну вот. Родил. То есть я хочу сказать, вот эти все машины, которые вот стоят, они как? Не заправляются или что? Или их кто-то бесплатно их заправляет? Или как? Вот можете объяснить? В чем вранье того, что вот автомобили вот едут, или бензин есть, или у бензина такая цена? Вот вы как думаете? Или что вы думаете? Вот это я хотел спросить. Но это все из той же оперы. Почему вы думаете, что вам врут? Вот. Ну, вот смысл. Понятно, что это уже тавтология, но не совсем тавтология. Просто мы возвращаемся... Тавтология немножко другое. Мы возвращаемся опять там, где мы были. Вот. Не, этот туннель мы пройдем, тут 70 будет. Сейчас пропустим дядьку-то, это, переедем, потому что будут тащиться 60, блин. Вот, следующий заедем. Вот, там будет... Ну, если будет 70, я удивлюсь. Поэтому вот так. Смысла врать нет. Зачем? Чтобы показать, что, блин. Ну, поэтому мне абсолютно, мне 300 лет. Ну, даже если вы вот сейчас не хотите верить, да ради бога, ну не верьте. Я вот еще сейчас вот этот вот чеки опубликую. Но я сегодня опубликую, но, наверное, завтра они выйдут. Вот. И на этом, наверное, мы остановимся, потому что, ну, кому-то что-то доказывать, ну, смысл. Считаете, что так, и там, или в это верите, ну да, ради бога. Верьте, ну или не верьте. Это ж такое дело. Как бы сомневаться, ну, это нормальное явление. Надо. Но как-то надо включать и голову, блин. Не, ну, если, конечно, там есть что включать. А то создается впечатление, когда такая... Тут еще момент. Ну, тут еще создается впечатление, что там, ну, вот 50 все, блин. Что я говорил, блин. Будем ехать 50. Сейчас мы включим этот круиз-контроль, и пусть нас везет. То это... Что же я хотел-то? Что-то хотел, с этот круиз-контроль выскочил из головы. Ладно, вспомню, скажу. Пусто, блин. Странно, пробок нету, машин нету. А что 50 сделали, блин, непонятно. Зачем, блин? Взяли бы 70, сейчас улупили. Потому что мы сегодня не совсем домой едем. Вот, мы сейчас поедем, там кое-что нам надо прикупить.
Ага, значит, там на конце, на выезде будет. Ну, нам туда не надо будет, мы будем раньше поворачивать. То мы в эту пробку не попадем. Ну, едут эти два, один слева, другой прямо, едут больше, чем 50. Уже проверено. Но это их не головная боль. Так что, федерасты, вот посыл был такой, а там, как вы хотите, чтобы не повторяться уже в 28-й раз, это дело ваше. Хотите верьте, хотите не верьте. По поводу работы. Там вот еще что хотел сказать. Там еще был такой вопрос, вот она пробка. Там еще был вопрос по поводу зарплаты, как повышают зарплату по поводу того, если она успевает догонять инфляцию, это. Ну, я думаю, что нет. Мне добавили на 7%, у меня получилось в этом году. Вот. Ну вот, с Нового года. А инфляция годовая, я не могу сказать, там же колебания были большие. Вот. Но это не факт, что в нашей компании кому-то там другому подымут на такую же сумму. Нет, там зависит от многих факторов. Естественно, самое слабо защищенное это пенсионеры. Там таких-то, там, если, ну, вот они там говорили, на 500 добавили, да, там, в прошлом году, по-моему, не помню. То это, ну, в общем, ну, смешно. Вот. Но, что хочу сказать, пенсионеры по помойкам не ходят. Не ходят. Бомжи, да, а пенсионеры нет. Вот. Вот тут бывает встретишь бомжа, так, извини меня, блин. Не бомж, а красавец. Тут ночлежки есть. В некоторых берут деньги. В некоторых. $1 за ночь. В некоторых достаточно, чтобы ты пришел трезвый. Не могу сказать, если с запахом или нет, но трезвый. Там тебя покормят. Вот. Переночуешь. И одежду можешь выбрать. Но это обычно вот эти вот, как они, монастырские вот эти вот, там вот эта армия спасения, вот такие вот, да? Вот. Транспорт у тебя бесплатный, тебе прям туда ставят в свой паспорт, ну вот этот ID-карту ставят, что ты бездомный. Некоторые дают телефоны, ну обычно простой кнопочный, и некоторые еще и пополняют счет. Вот. Не во всех это все есть, как бы сразу полный комплект, нет. В каждой где-то что-то свое есть. Вот. Где-то тебя покормят, где-то есть душ. Была даже вот тут, у нас тут случай был, бездомный нашел младенца, ну какие-то там слова социальные или это выбросили в это мусорный ящик, а он нашел. Ковырялся, нашел. Ну тут сразу ж такое, спас человека туда-сюда. И его предложили работу. Там было с ним интервью, и вот там было сказано, он сказал, 5, не буду врать, то ли 4, то ли 5 лет он не ел теплой пищи, горячей, а 9 лет не спал в постели, в чистом белье, да? Ну вот 9 лет я запомнил, еду не помню, вот 4 или 5, что-то такое. Помню, что половина плюс-минус. Ну и
типа, что он герой, туда-сюда. И решили его как-то отблагодарить, найти работу, туда-сюда. И вот была отреставрирована то ли баржа, то ли там какая-то лодка. С нее сделали именно ночлежку для бездомных. Но там было, помню, что там был $1 ты должен заплатить за ночь. Какие там еще условия были, не знаю. Там была каюта или комната, в которой ты спал. Вот, все это. Но во всех ночлежках, вот этих, там, где ты приходишь переночевать и так далее, то утром позавтракал, где это есть, да, там, или помылся, или как, что, и до свидания. Вот, потому что они там порядок приводят, дезинфицируют, я не знаю, что они там делают, но все, абсолютно все. Так вот, ему работу нашли на вот этой вот, ну, или предложили жилье, жить на этой лодке, ну, назовем ее общагой, да, вот на этой лодке, ну, лодка-общага, на ней жить и работать. То есть следить за ней, ну, быть слесарем, да, там, ну, к руке быть, чтобы там что-то оторвалось, что-то поломалось, что-то прикрутить туда-сюда. Вот он согласился. Ну, тут медиальная звезда, туда сразу тут все, звезда, это там все раскрутили, там, ну, пиар такой бешеный, все. Но он психологически не унес, ну, не выдержал, потому что утром встать, и ты что-то должен делать, кому-то чего-то, как-то, да, вот какие-то обязанности появились, и кто-то что-то хочет, ну, вот он психологически не выдержал. То есть так объявили, что там произошло на самом деле, ну, уже никто не скажет. Ну, вот, не смог он. То есть свобода оказалась дороже. Ну и быстро это потом все затихло. Что там было с новорожденным, куда его дали? А, вот у нас тут пробка. Да. То ли или два поцеловались, или два заглохли. Не, ну заглохли нет, скорее поцеловались. А может он хочет его вытянуть? Не звонят, что-то значит не поцеловались. Сейчас посмотрим. Может тут второй... Да нет, вроде поцеловались. Сейчас мы дядьку сзади поблагодарим. Да нет, не, в общем, непонятно, я не успел увидеть. Вот, поэтому и пробка. Теперь понятно, да? Ну, все равно будет 50, мы сейчас поставим на 50 и поедем. Вот, будет тут 70 или нет, сейчас посмотрим. Ну, тут там можно уже было сделать 70. Сейчас посмотрим. Не хотят. Не хотят делать. Так что вот такие дела. Вот это, ну, как сказать, о наболевшем, да, или хотел с вами поделиться мыслями вслух. Я понимаю, что они никуда не приведут, и я никому там ничего не доказал, да как бы и не пытался. Я просто вот объяснял, как это чего. Ну и что ты тормозишь, блин. А, ну нам тут 800 метров, мы поворачиваем потом. Вот. Не хотел ничего никому доказать или там просто так мысли вслух порассуждать. Я, скорее всего, хотел понять вас или попробовать, ну да, вникнуть, наверное, понять, где этот вот смысл или в чем вранья, блин, чтобы вот. Не, ну есть там такие, с которыми общаюсь, как общаюсь там. Троллю, то и там вообще жесть, там ну ладно, это все, в общем, вот как-то так.
Побеседовали мы, порассуждали. С пустого в порожнее попереливали, да? Но зато проехались. Вы послушали монолог. Произведение, да? Нет, да я особо не настаиваю и никого не заставляю. Я проехал, сократил время, побеседовал с вами. Сейчас проедем через красивый Троицкий мост. Заедем в очень большой один интернет-магазин. Самый большой у нас в государстве, не в городе, а в государстве. Решим там две проблемы, заберем покупку, ну и поедем домой. У нас сегодня пятница, короткая суббота. Не короткая, маленькая суббота. Пятница — это маленькая суббота. Четверг — это большая пятница. Вот. И будем отдыхать. У нас, как видите, тепло, у нас 13 градусов, поэтому мы не замерзаем. Вон, видите, открытые окна. Ну, если вы увидите, я объяснять не буду. Это ж я вам там иногда показываю, как замерзает Европа без отопления. Ну, вам же бесполезно что-то тоже объяснять там или доказывать. Я как бы не собирался. Так, иногда подтруниваю. Ну, вы же не понимаете. Вы там пытаетесь что-то оправдываться, доказывать. И не верите, что там кто-то из ваших руководителей говорил, что Европа замерзнет. Вот, так же самое, как и бензина не будет. Ну, это ж такое дело. Это все на вашей совести. Ну, не видели, значит, не видели. Ну, это ж тоже как может быть, да? Я ж не берусь утверждать обратное, что вы видели и не признаетесь. Как раз говорит о том, что зачем вам врать, да? Смысла? Ну, вот я вам верю. Как там в песне, я тебе охотно верю, да? Ну вот, поэтому у нас 13 градусов. Тепло, у нас тут Гольфстрим. Вот, каких-то... Ну, вот это всю неделю, до следующего воскресенья будет тепло. 10, 11, 12, 13. Вот. Так что мы уже не замерзнем. Вот новостроечка у нас с левой стороны построили, вот с правой стороны тут перестраивают, несущую конструкцию оставят, а все остальное перестроят. Вот. Ну а раз строят, значит, это кому-то надо, да? Значит, кто-то покупает. Вот. Кто-то там говорил, что экономика рухнула, там покажите сталелитейные заводы, там все это. Ну вот, как-то же оно живет. Стройка, это же не просто там трактор загнали, это, да, это куча профессий. От бетонщиков, которые заливают, арматурщиков. Ну, арматуру, значит, туда ложат, значит, где-то же эту арматуру берут, из чего-то ее льют. Потом придут электрики, вернее, каменщики, которые поставят перестенки. Потом придут электрики, сантехники, которые будут таскать, тянуть и кабеля, и арматуру всю полностью. Вот. Потом придут плиточники, которые плитку будут ложить, да, ну, потом маляры придут. Маляры, да, ну вот. Ребята, все работает, Евросоюз живет. Естественно, я не хочу сказать, что тут нет каких-то проблем или каких-то там недоразумений. Все есть, это же как? Идеала нет нигде. Есть близко к идеалу, да, там, или в каком-то направлении какой-то этап пройденный, ну, как, например, вот вы там все возмущаетесь, там, голубые или туда-сюда, но они медицину решили, проблемы с медициной решили. Решили проблему с дорогами, решили проблемы социальные. Ну все, они решают следующие проблемы, которые появляются. Все просто, блин. Ну а вы решаете проблему голубых, когда еще не решили проблему здравоохранения, не решили проблему медицины.
дорог, транспорта, социальных. Но вас волнуют голубые. Ну, это сильно. Это, как сказать, это актуально и своевременно. Во! Ну да, начали мы это за здравие, да, закончили за упокой. Но, тем не менее, а что? Ну, мы побеседовали. Вот. Старые книжки, антиквар. Вот, дядька тут продает. Кошмар, сколько у него там всего. Жесть. Вот, трамваи ездят, видите? Значит, электричество есть, раз на трамвае он едет. А электричество вырабатывается где-то углем, да, где-то атомом, где-то водой, ну, по-разному. Ну, электричество есть, раз трамвай едет. Светофоры горят, значит, кто-то их ремонтирует, значит, там есть свет. Ну, вот как-то так. Вот машины стоят запаркованные, ну, наверное, у них не на чем ездить. Ну, судя по вашей логике. Точно, у них не на чем ездить. Все, задница, блин. Бедолаги. Ой, как же ж нам тут тяжело в ЕС жить. Вот. Пешеходов все пускают, потому что это чревато. Так, а вот полиция кого-то тут поймала, что-то решают. Вот. Ага. Ну, похоже на этих, на бездомных. Так, ну, федерасты. Если вам было интересно, давайте, комментируйте. Давайте будьте активными. Задавайте вопросы, я вам сниму еще что-нибудь покажу, если вам надо. Конкретно, чтобы было доказательно, аргументированно, можно было посмотреть, так сказать, своего рода потрогать руками, да? Вот. Чтобы это все, чтобы не говорили, что это все голословно. У меня проблем нету. Достаточно сказать и... Я все организую. Так, надо что-то где-то как-то запарковаться. Потому что туда уже въезд запрещен. А я забыл, блин. А, так я вон там сейчас спереди стану, блин. Да и все, что я тут. Голову ломаю. И пойдем скупимся. Вот так вот. Все, ребята, федерасты. До скорых встреч.